Мы все еще на море, все еще пасмурно, вот такое серое небо, серое море, но тепло, несмотря на то, что сильный ветер, вот мы гуляем и нам нравится. А к обеду так вообще распогодилось, солнышко вышло, народ подтянулся, вот даже кто-то рискует ножки моет. Нравится картинка. Подходим поближе и смотрим, из чего сделаны эти рыбки. Сюрпризы. Какой красивый дом. Снимала цветочки и не заметила такой красивый дом сзади за цветочками. Только посмотрите на эту бегонию. Я не знаю, чем они ее кормят, но она в 2 раза больше, чем моя. Все, прощаемся с морем. Были пасмурные деньки, но было очень хорошо. Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И мы вернулись из отпуска. И я начинаю свой очередной вышивальный влог. Ну, это вы все уже видели, это я все показывала, это так и осталось, когда мы уехали. И если вы видели предыдущий влог, вы видели, погода была пасмурная. Мы вернулись домой, погода установилась очень хорошая, солнечная и теплая. Кроме этого, меня еще ждал один сюрприз. Я вечером, когда я уже все разложила, постирала, как обычно, вы приезжаете из отпуска и начинается какая-то непонятная канитель. Уезжаешь, убираешь, приезжаешь, опять надо убирать. Не знаю почему, никто здесь не жил, но все равно какой-то срач. И пока я там все сделала, приготовила покушать, 5-10, села, наконец-то расслабилась и захотела вышивать, и тут меня ждал тот самый сюрприз. У меня накрылась сага. И если она раньше накрывалась, эта сага, то можно было отключить интернет, включить сагу, и потом она работала. То сейчас она сказала: все, прощай навеки, нам не быть вместе. И я теперь в шоке, я не знаю, что делать. Спасибо, Танечка, привет тебе. Она меня спасла, она мне подсказала, что, оказывается, кроме саги, прогресс не стоит на месте, и уже куча разных разработанных других программ. И я скачала себе, опять же, с Таниной помощью, программу от Мережки, называется Фантастич. Фантастиш. И теперь, ну, те, которые, как эти, доступные, у меня же там, например, у меня некоторые схемы, они были только в саге. Зачарованный домик, например, у меня же он только был в саге, у меня не было ни набора, ни бумажной схемы, ничего. Потом розы вот эти, которые в окне я вышиваю, они тоже в саге, ну, они хотя бы у меня есть на бумаге, я же на Алике покупала этот набор. Какие у меня. Ну, это ладно. Те, которые можно найти в сети, еще и скачать, это ладно, можно это восстановить. И я в этом скачала уже несколько схем, ну, тренировалась в эту новую программу Фантастич. Это программа от Мережки. Я пока скачала, но еще не пользовалась, так что не могу сказать свои впечатления, как она там работает. Ну, на первый взгляд мне понравилось, вроде неплохо. Ну, как бы, а там это ж надо попробовать и посмотреть, как оно получается. Но у меня ж петух в маках, он-то куплен, и у меня, я ж такая умница-разумница, я его сохранила только в XSD, в саге, и все остальное поудаляла. Нафиг мне загружать память, у меня и так места на телефоне мало. И теперь у меня осталось 30% вышитого петуха, и что делать я не знаю, наверное, придется снова покупать эту схему.
Какая? Ну а кроме того, что этот петух у меня же там еще были какие-то схемы, но я даже не помню, что там за схемы и от каких производителей, от каких авторов. У меня там и авторские схемы были. Ну, короче говоря, и я такой продвинутый пользователь компьютера, что я даже не сохранила себе в Dropbox ничего. Вот. Наука на будущее. Так что у кого есть кросс-стич сага, и она еще работает, вы как-то подсуетитесь и скачайте эти схемы, которые не можно восстановить, перекиньте их куда-то, сохраните в Dropbox, потому что вы не остались так, как я, у разбитого корыта, как говорится. Ну ладно, будем что-то придумывать и продолжать. Зачарованный домик я уже скачала Фантастич, и я теперь могу повышивать и попробовать эту новую программу. Так что увидимся скоро с моими впечатлениями и результатами. А сейчас увидимся, подождите, сейчас же я покажу, что там у меня домик практически закончился, там осталась ерунда. Сейчас покажу, на каком я там этапе. Итак, домик. Посмотрим. Господи, тряпочка такая, как будто ей лет 100. Ну вот, как вы видите, центральная часть у меня уже отшита. Ну, я вижу здесь вот такие... Я так давно его брала, что я даже не помню, что тут было, что тут не было. Но вот здесь есть незашитые места. Я не знаю, это оно так должно быть, либо тут надо еще вышить. И рамка, естественно. И бэкстич, понятное дело. Так что хочу повышивать немножко этот домик и испытать новую программу. Розы в окне я там вышила за отпуск, я там вам показывала крестиков 300-400, не больше. Там в основном листики в этих розочках, нечего там и смотреть даже. Ну, в общем, буду делать домик. Что у нас тут поспело. Сейчас мы соберем немножко красной смородины. Вот она у нас в лилейнике в таком сидит. Гирлянда. Как я уже говорила, я не знаю, как она там выросла из этой стены. Ну, видимо, там птичка, наверное, покакала или я не знаю что. Вот такая каждый год гирлянда нас радует. Хорошо, ну и дома неплохо, особенно когда все такое зелененькое после всех этих дождей, все такое насыщенное, красивое. Наши горы. Вот такая красота. И мы идем гулять. Немножко смородинки красной закроем. Тут 800 грамм получается. Ну, нам хватило. Большой оптимисткой приготовила банок в 2 раза больше, чем у меня получилось варенье. Ну вот так. Ничего. Дай. Хоп. Вот такие мы ловкие, умелые, на солнце загорелые. Едем в парикмахерскую. Посмотрите, какая она лохматушка у меня сейчас. И посмотрим, как нас обстригут в этот раз, потому что мы едем к новому парикмахеру, потому что предыдущий был очень хороший, но очень дорогой. Красивые стали и за полцены, что было раньше. Адаме, Лулу. Красавица, и бантик прицепили обязательно. Чедута. 5 минут после парикмахерской мы вернулись домой и полили цветочки. Ну, догадываетесь, кто главный цветочек у нас был. Ну вот, такую красоту наведем сейчас. Тебя купали, мыли с шампунькой, надушили. На кого ты похожа теперь? Qualcuno ha rubato un batone. Кто-то украл батон. Lascialo, Lulu. Daimelo. Daimelo. Сожрал бы.
багет. Кто-то уже жалеет, что украл хлеб и не получит ужин. Медай? Дай саду. Ну что ж, покажу вам, что мне удалось за вчерашний вечер навышивать. Я такая наивная, как обычно. Я такая думаю, что я сейчас быстренько раз и сделаю. Я надеялась, что я дошью всю крестиковую часть. Но, как видите, я даже рамочку не дошила. И кроме этого, кроме того, что рамочка еще, у меня здесь есть пробелы, которые надо позашивать. Вот это всю кашу-малашу. И вот здесь еще у меня 3 ряда дошить в рамке осталось. И, соответственно, по уголкам эти розочки повышивать. Ну, ничего страшного, все это сделается. Конечно, хотелось бы мне на этой неделе завершить этот домик. Может быть, я брошу все силы именно на этот дизайн. Пользовалась я этим фантастичем. И, ну, в принципе, все понятно легко и несложно, все понятно интуитивно, как чем пользоваться. Единственный у меня какой-то вопрос непонятный. Я скачала 4 схемы в эту программу, и все, мне больше не скачивается. Я думала, может, если я одну удалю и вместо нее скачаю другую, но нет, не получается. Я не знаю, с чем это связано, наверное, там надо в правилах, может, там максимум 5 схем можно закачать в неделю, там, либо, ну, короче говоря, я не знаю, почему у меня больше не скачиваются схемы, и у меня там этот домик. И поэтому я вторую программу, которую Таня мне тоже посоветовала, называется она Кози, и туда я себе поскачивала чаепитие, вот это в саду от Мирабильи, что я вышиваю, и что я еще там, еще что-то, что я вышиваю. Ну, короче, неважно, но туда я поскачивала, но там еще я не пробовала пользоваться этой программой Кози, я не знаю. Ну, я не думаю, что там какая-то ракетостроение, разберемся, как говорится, ничего страшного. И у меня вот с этим петухом в маках такая история приключилась вообще, капец. Я там себя чувствовала каким-то этим инстаграмным мошенником. Так как у меня, как я уже говорила, была только электронная схема этого петуха в маках, я не знаю, где у меня все остальное. Я написала автору, попросила, Надежда Нагорная, попросила, говорю, можно мне снова? Она мне пишет, ну, там, где вы покупали, а в Инстаграме, я, видимо, не в Инстаграме покупала, либо, может, мне дочка покупала, либо, может, мне подружка оплачивала, потому что здесь у меня проблемы. Мой банк на Украину почему-то не проводит проплаты, я не знаю, с чем это связано, но вот так. Все остальные либо через Pay ты платишь, тогда они проводят, либо, ну вот, просто карточкой заплатить нельзя. Ну, одним словом, я искала эту схему, куда я ее скачала, где эта ссылка, ничего я не нашла. И в итоге я пошла на eBay, и ну, мне человек написал, ну, посмотрите, где-то же вы покупали, где-то она у вас должна, эта ссылка сохраниться, она действительно, активируйте ее и загрузите снова этот. Ну, и как я сказала, я ее не нашла, и я на eBay купила еще раз эту схему, но теперь у меня вот это, там присылается схема в PDF формате и zip, вот этот RAR, который надо открыть. Я не могу его открыть, я не знаю, как мне открыть эту схему, оттуда вытащить. Ну, в общем, я еще тот, конечно, пользователь. Ой, вот такие дела. И что, придется вышивать по бумажной схеме. Я так тихо, у меня такое подозрение. А в петухе там же, ну, как бы по бумажной схеме будет сложновастенько. Ну, ничего, где наша не пропадала. Как говорится, мы сами себе создаем препятствия и мужественно их преодолеваем. Вот такие новости у нас. Это милая собачка, она
сожрала сначала одну телекоманду, мы заказали другое. И она в тот же день сожрала второе. И за это еще не заплачено. Капец. Кроме этого, она загрызла мой лифчик. Хороший такой лифчик был, теперь, блин, выбросить только. Ну что это такое? Боже, это собака, это как мужа. То есть, что от них осталось? Грызун, ты бобер? Ангелочек. Сожрала полдома и все в порядке, да? Правда, Лулу? Кто сожрал тапки? Я к вам с готовой работой. Вот моя закладка будущая. Я ее закончила, довышивала я. Мне нравится, как получилось. Мне нравится мой подбор. Мне нравится больше, чем предлагался подбор в этой книжке. Я думаю, что соответствует тому, что на картинке. Сейчас мы сравним. Вот посмотрим, как это на картинке и как это на моей. Ну, понятно, что здесь сам фон совершенно другой. Ну, вот, мне кажется, цветочки, листочки я подобрала очень даже хорошо. Здесь нету ярко-оранжевых и ярко-зеленых. Здесь вот такое все не пастельное, а такое какое-то припыленное, притрушенное. Как правильно сказать, даже не знаю. Мне очень понравился. И я думаю, что если я буду вышивать этот сэмплер, я возьму что-то вот такого цвета, и оно на нем будет смотреться даже еще лучше. А вот этот подбор, который я сделала, мне очень нравится, и я буду делать именно в таком цвете. Мне понравилось, как я выбрала здесь на вот эти листочки. Но может вот этот цвет какой-то другим заменить. Более таким зеленоватым, посветлее вот этого чуть-чуть. Но тоже что-то этот совсем белый, его так даже вот так вот и не видно. Но вот здесь, мне кажется, совершенно идеально подобрано эти цвета. И вот здесь, ну, одним словом, мне очень нравится, как получилось. И лилии, вот эти, это лилии, я не знаю, что это за цветочек. Вот этот цветочек, вот здесь должно было быть ярко-оранжевое, я вот заменила на вот этот цвет. И вот в эти, ну, как я уже говорила, светлый вот этот я заменила, сделала более розового оттенка, он был там более такой бежевый. Ну вот здесь чуть-чуть отличаются, можно, если присматриваться, конечно. В принципе, можно было и этот оставить. Вот здесь они разные, вот здесь цвета. Теперь надо оформить как-нибудь эту закладочку. Я там посмотрела в Пинтересте. Там есть интересные. Обшить вот так нитками, типа, знаете, кружавчиков делается. Задничек сделаю какой-то цветной ткани. Я хочу прям, чтобы она выглядела винтаж-винтаж. Надо подобрать еще тканюшку подходящую, и будет красиво. Ну, красиво получается, согласитесь, выглядит классно. Она меньше, конечно, будет вот такая, она будет поуже. Это... Я сначала думала, может, сделать вот этот бордюрчик. Здесь схемки на него нету, но, в принципе, можно догадаться, как это делается. Несложно это все вышить. Ну, потом я подумала, если я еще и бордюрчик здесь сделаю, потом еще отступлю от бордюрчика, она вот такая, эта закладка широченная выйдет. А я не хочу, я хочу, ну, вот такую закладку, чтобы она была, ну, все-таки же эта закладка, это на вот этой большой книжке она смотрится нормально, как бы так. А на нормальной книжке в половину она будет, ну, огромная, куда ее. Вот, что вы думаете по этому поводу? Ну, я пока поразмышляю, как ее оформлять. Так что пишите,
как предложение, как оформить эту закладочку, сделать этот бордюрчик, и пусть она будет широкая, либо делать без бордюрчика, а делать эти, ну не кружева, а вот как такие, знаете, вот таким иголочкой. Ну, в школе мы делали такие петелечки. Ну, вот такая она будет. Ну-ка, сейчас посмотрим, не будет ли она узковато выглядеть, если я вот так заверну. Не будет она сильно зажатая. Или оставить ее такую широченькую. Вот так. Не, нормально. По мне как бы нормально, да? Красота, мне нравится. Я довольна. Так, у меня там собака разрывается, потому как я здесь сижу, а она без меня жить, как выяснилось, не может. Ну, я хочу все-таки вам показать, что меня тянет повышивать мирабилью чай в саду. И сейчас я хочу показать вам, на чем дело закончилось. Дело закончилось вот здесь. Я начала вышивать юбку. Я вышила чашку и кофейник. И вот здесь в юбке у меня не хватало ниточек цвета. Я его сейчас докупила, и я могу продолжить здесь вышивать эту юбку. И я начала с юбок и буду продолжать юбки, потому как хочу оставить сами лицо, руки и самое интересное на самый край, на самый конец. И поэтому я, как сейчас почему-то все любят говорить, я приняла решение. Почему-то говорить, я не понимаю. Я решила, почему не говорить просто я решила. Так вот, я решила. Я решила, я вышью юбки. Самое, так сказать, оно самое, наверное, будет быстрое, но самое долгое. Вот это я выразилась, сама не поняла, я что сказала. Ну ладно. Ну, в общем, самое неинтересное. Я сначала вышью самое неинтересное, а самое интересное лица и руки этих девушек я оставлю на потом, чтобы было к чему стремиться. Я буду стремиться к этому. И вот показываю, вот я сейчас на этом этапе, и потом же мне хочется и испытать новую программу Кози, потому как эту схему я скачала в Кози, как выяснилось, что фантастич. Я там жаловалась вам, как выяснилось, туда можно закачать только 5 схем. И чтобы закачать еще какую-то, надо какую-то убрать. Ну, как говорится, чтобы что-то купить новое, чтобы что-то продать. Ой, я запуталась, как там Шари говорила из Простоквашино. Чтобы что-то продать ненужное, нам надо что-то купить ненужное. Вот. Так что буду пробовать в новой программе. Для меня новая. Она, как говорится, как выяснялось, не такая уж новая. Ну, попробуем. Ой, наговорила, сама не поняла, что. Но я надеюсь, вы поняли. Так что до следующего включения. Ну что ж, друзья, сегодня у нас суббота, и я показываю то, что мне удалось навышивать за 2 вечера. И, как вы видите, я заполнила вот эту часть и отшила вот эти 2 полосочки. И я так начала уже идти наверх, и лихо так вышиваю. Вчера вечером там Робин Гуда смотрю, и, видимо, мне так этот Робин Гуд понравился, что я ошиблась. И это я уже половину распорола, вот я дошила до сюда. И вот это я уже распорола, потому как я, ну, как обычно, я на один крестик сместилась влево. И теперь мне вот это все надо сместить вправо на один крестик. И я теперь это распарываю. Ну и, конечно, здесь еще шить и шить. Шьется очень просто. Я вообще, честно говоря, не ожидала мирабилья такая простая. Я всегда что-то думала, что она сложная. Она огромная, конечно. Здесь очень много работы.
Ну, как вы видите, здесь такие огромные куски зашивания, особенно после вот этих всех меленьких, как я там закладку вышивала, 3 крестика здесь, 3 крестика там, и это, конечно, гораздо все быстрее идет. Ну, мне еще шить и шить. Я вот только, видите, я вышила этот столик, я вышила эти чашечки с кофейничком, и я вышила вот здесь несколько полосочек вот до сюда, да. Мне еще подол, ну и эту вообще девушку я еще и не начинала. Ну, очень красивый дизайн, мне он очень нравится. И, как я уже сказала, вышивать его одно удовольствие. Но только быть все равно надо внимательным, несмотря... Знаете, когда оно просто и легко, ты расслабляешься и шпаришь, и думаешь, да, ну что тут раз. Я еще, кроме того, что я распускала вот это, вот этим белым было вышито вот здесь до конца, вот до сюда. И когда я начала вышивать вот эти все, я поняла, что я и в белом ошиблась. Тоже здесь смещение было на один крестик. И мне пришлось распустить и белым вот этот кусок. Пользовалась я программой Cozy, как я уже сказала. Ну, я не смотрела ни видео, ни уроки никакие, ни объяснения никакие по этой программе. И там некоторые... Я же спешила вышивать. Скорее же мне надо. Скорее. Сейчас я и вышью всю картину. И я там, честно говоря, не поняла... Как-то там странно выбирать цвет. Вот, допустим, в саге ты тыкаешь на этот цвет, и этот цвет у тебя выпадает сразу, и ты можешь его выделить весь, и все. А там, вот, допустим, ты выбрал цвет, там, ну, может, я просто не разобралась еще. Я смотрю, там такой значочек. Я на этой панельке должна выбрать, нажать, она мне вывешивает все цвета, которые есть в этом. Но я думаю, что я неправильно делаю, наверняка там есть другая какая-то система. Ну, хорошо, вот в этой схеме там 20 этих цветов, а если многоцветки там либо по 100 с чем-то, это что, каждый раз выбираешь цвет и перелистывать вот это все? Нет, я думаю, что что-то я неправильно делаю, ну и вот это неправильно, конечно, оно замедляет. Ты вот этот цвет должен вышить, ты на панельке нажимаешь, выбираешь из списка цветов, тот, который тебе надо, и он выделяется. Ну, одним словом, я хочу сегодня посмотреть, наверняка там на YouTube есть какие-то объяснения, пояснения, как пользоваться этой программой. Ну, пока я не разобралась, честно говоря, потому что, как я уже сказала, я вчера уселась, у меня такой азарт был. Вот этой ниточки у меня не хватало, в прошлый раз я бросила все, потому что у меня не было вот этого цвета. А теперь я купила этот цвет, потом у меня не было вот этого коричневого цвета, темно-коричневого. Тоже вот здесь кусочек надо будет этим цветом вышивать. Ну, одним словом. И мне так хотелось, я так торопилась начать его вышивать, что я даже не разобралась в этой программе и шпарила. Ну, как говорится, быстрота нужна только в 2 случаях. А вы видите, наблюдаете все это время вот такой прекрасный магнитик. Вы скажите, ну не чудо ли, какая красивая бабочка у меня есть, видите? Это подарок от Тани. Таня живет в Цюрихе. И она мне прислала на пробу ниточки. Ниточки это реплика DMC с Алиэкспресса. И я посмотрела, вы знаете, они мне очень даже понравились. Они такие блестящие, они такие мягенькие. И они стоят в 10 раз дешевле, чем у нас стоит DMC. И поэтому я заказала себе такие ниточки тоже на Алиэкспресс. А вот это, смотрите, вообще какая красивая нитка. Такие переходы интересные от голубого к коричневому. Супер, мне очень нравится. Спасибо огромное, Таня. Ну и вообще хочу поблагодарить всех девчонок. Благодаря этому каналу я познакомилась с такими замечательными людьми. Это вообще просто какая-то фантастика. И
Я так благодарна, что я завела этот канал. Я так благодарна, что я общаюсь со всеми вами. Вы пишете, вы меня поддерживаете. Я общаюсь на любимую тему с людьми, которые эта тема тоже интересна, и это очень важно, потому что здесь, в моем окружении, вообще нет людей, которые вышивают. Ну, там была одна подружка, и то она как-то отпала. Ну, и она же вышивала, я уже говорила как-то в предыдущих видео. Там очень примитивные такие, знаете, на конве такие слюнявчики для деток с именем, там, ну, вот такое, что-то такое. А тут же она вообще понятия не имела, что такое мирабилия, допустим, для нее, если бы я сказала мирабилия там, или dimensions, ну, вы понимаете уровень какой, поэтому... И она как-то не очень хотела это узнать, скажем так, поэтому общение не получилось. А здесь, да. Так что огромное вам всем спасибо, что вы пишете, что вы делитесь своими знаниями, своим опытом, подбрасывайте мне идеи по поводу оформления, по поводу всех вышивок, по поводу всего-всего-всего. Спасибо вам огромное. Ставьте лайки, пишите обязательно. Давайте общаться. И я на такой оптимистичной ноте хочу закончить мой этот недельный влог. Сегодня я хочу, конечно, распускать это, ну и хотя бы этот кусок сделать. На следующей неделе мне хочется стартануть с летним процессом. И я думаю, будет очень-очень интересно. Так что я вас всех жду. А сейчас пока-пока. Вот такая красота у нас сейчас в саду. Когда я сажала вот эти розочки маленькие, это у меня была такая идея, что это богиня утра, Аврора, из морской пены выходит. Вот. Вот такая вам романтическая история по поводу этих розочек. И вот такие. Там вдалеке лилейник. Плетущаяся роза уже отцвела. И начались эти чайные розы.